Дорогие друзья, я вас подготавливаю к февралю, потому что февраль, который наступит, удивительный февраль. Такой февраль наступает раз в 893 года, по-моему, если я не ошибаюсь. Это февраль, в котором есть 4 выходных, 4, в общем, по каждой цифре 4, по каждому дню 4 раза. И четверка вообще квадрат, да? И такие месяцы, такие совпадения очень хорошо можно использовать для денег, для денежного ритуала. Хочу вам сказать, что, например, год назад люди, которые начали делать ритуалы фортуне, обращения, всевозможные ритуалы денежные, которые я дарила, их очень много, великое множество. Вот уже прошел год, и не все, конечно, пишут, но человек 25 точно написали, что одна купила дачу, вторая смогла получить ипотеку и быстро закрыть, и у нее сейчас своя квартира. Третьи подарили квартиру, подарили родственники. Была такая перспектива, нужно было это ускорить и прочее, прочее. У всех все получилось. Но именно те люди, которые упорно хотели это и делали, и добивались, у них получилось. У них действительно реальные результаты, и это очень радует. Так вот, как раз для тех упорных людей и целенаправленных людей я говорю, что этот февраль удивительный, и он денежный. Если вы хотите поднять свой бизнес, в общем, много чего достичь, вот этот февраль может, знаете, 1 месяц может покормить весь ваш год. Я дарю вам денежный ритуал, еще раз повторяюсь, для того, чтобы некоторые денежные ритуалы на время отдыхали, вы переходили на другие, вот так временами меняли. Кроме того, наличие большого выбора как бы приближает результат. Потому что есть люди с разными энергиями, разной притягательностью. Кому-то подходит этот ритуал, кому-то другой ритуал. Кому-то ближе, скажем, магия восточная, кому-то ближе магия кавказская, кому-то ближе по крови. Мы не знаем, кто наши самые-самые далекие предки. И подсознательно и энергетически нас тянет к тем ритуалам, которые ближе к нашему роду, к нашей родовой памяти, понимаете? И поэтому, когда много ритуалов, когда большой выбор, у человека есть шанс, скажем, из 400 ритуалов, что ему 20 точно подойдут, а может и все 400. И такое может быть, любое, которое он возьмется делать. Сейчас я хочу вам подарить денежный сохран. Это то, чем я пользуюсь уже много лет. Я хочу вам сказать, что вообще это нужно читать раз в неделю хотя бы. Не забудьте. И какие бывают результаты, к чему приводит этот ритуал? Этот ритуал приводит к тому, что постоянно встречаются распродажи, постоянно отправляют тебе дары и подарки. Ты получаешь то, что хочешь. Я вам говорю, я по сайтам смотрела, искала фриг. Но меня как-то не устраивали эти варианты. А вот именно тот вариант, который у меня сейчас есть, я нашла. Я позвонила, сказали, что пока нет и не предвидится. И на следующий день я просто открываю телефон, и я смотрю фриг. У меня вот эта фотография, вот эта статуя. Я обомлела. Я сначала не поняла, я думала, может быть, на сайте то, что я позвонила, они взяли мой номер и как бы отправили сказать мне, что привезли. У меня первая мысль, но иного мысли нет. Открываю, нет. Смотрю, что человек мне хочет подарить богиню Фриг, Елена. Если помните, да, мы с ней там сидели в ресторане. Как раз в тот день, когда она привезла. И я была просто в шоке от того, что мои мысли кто-то прочитал. Ну, в принципе, это уже не первый раз, но когда настолько быстро, на следующий же день это случается, ты уже начинаешь как-то, и радоваться, и, с другой стороны, побаиваться даже себя. Вот к чему приводит, имею в виду вот этот ритуал. Потом
Дорогие друзья, мои ритуалы приносят вам деньги, прибыль с честного труда, с честного заработка. Если вы хотите делать мои ритуалы и у кого-то своровать, у вас не получится. Если вы хотите сделать мои ритуалы, сидя дома на диване, получить мешок денег прямо на голову, не получится. Выигрывать в лотерею, у меня уже спрашивали, я сказала 100 раз, халявные деньги Вселенная не любит. Она любит давать тебе денег, когда ты работаешь. Вот она дает много работы, заваливает работы, и оттуда приходят тебе деньги. Только эти ритуалы срабатывают, и за эти ритуалы ничего отдавать не нужно. Потому что когда ты через свою работу получаешь эти деньги, да, когда делаешь ритуал, ты отдаешь уже энергией, ты уже расплачиваешься своей энергией, честностью, своим трудом, работоспособностью и прочее, прочее. И ты, значит, уже расплачиваешься. Там есть мелкие такие платы за ритуал, откупы, это другой вопрос. Но в этом случае, основное количество случаев это благовония, свечи, кофе. То есть ты почитаешь, ты уважение свое и почтение выказываешь именно таким способом, это уже жертва определенная, да? И потом жертвуешь своей силой, своей энергией, своим временем, чтобы получить те деньги, которые ты просишь. Поэтому делайте их, ищите новые возможности заработать. Какие у вас есть навыки, садитесь, подумайте, что бы вы могли сделать. И вот все, что придет вам на ум, все, что вам дадут, это и есть ваш шанс заработать денег и подняться. Каждый из вас может это сделать. Я сегодня смотрела, у нас есть на армянском телевидении полуоткрытые окна называется программа такая, ну, как бы типа вот наших вот этих шоу, как он назывался, ну, в общем, Малахова. Пусть говорят, что-то в этом роде. Там, правда, ведущий очень симпатичный, интеллигентный парень. Так вот, показывает женщину, у которой очень адская была судьба, жуткая. Муж у нее был наркоман, бандит. И она одна растит ребенка, и растила ребенка. И после того, как он был уже посажен на веки вечные, ему дали пожизненно за жестокое убийство человека, разбой, нападение, что-то там было. Мне кажется, что судьба освободила этой женщине, просто освободила ее от мучений постоянных, потому что жить в таком, знаете, в моральном насилии, издевательстве, это нелегко, и растить тем более ребенка. Так вот, показывает у нее вагончик, она живет в вагончике. Настолько она энтузиаст, она настолько, как вам сказать, ищущая, вот видящая хорошее в жизни, во всем. Говорит, разрушали какой-то мост, чтобы строить новый. Я попросила, рабочие привезли оттуда все эти балки, все эти бетоны, и она начала делать кухню. Она практически строит дом одна. Вот я, вот знаете, 7 лет назад подумала, и вместе с мамой скинулись, и я всякие разные там деревья посадила. Я подумала, что лет через 10 они уже мне будут давать урожай, я хотя бы продам и как-то вот проживу. И они уже сейчас дают мне урожай, вот я успеваю туда, я успеваю. Я смотрю на эту женщину, улыбчивая, смеется, хохочет, такая юморная, знаете, душа компании и так далее. И я не могу поверить, что она прошла ад. Но я-то могу поверить, потому что я точно так же прошла ад в своей жизни. Очень много прошла нехорошего, но в любом случае осталась человеком, я рада. О чем я хочу сказать? Что если эта женщина верит, если эта женщина хочет, она добьется. Из ничего она создала вот такое, понимаете? Я смотрю и думаю, если бы в моем народе каждый человек вот так думал, как эта женщина, мы бы жили просто в райском саду. Зачастую люди, лежа на диване, всех ругают. Правительство всех спаивает. Уже сказала 100 раз, правительство тебе рот не открывает и водку туда не выливает. Это ты пьешь. Правительство эту наркоту там продает. Может быть, кто-то и крышует этот бизнес, это понятное дело, все крышуется. Но никто тебе не сует шприц и не говорит, иди колись, понимаешь? Ты сам выбираешь, это твой выбор. Когда человек признает, что это его выбор, и он неправильно живет, он это исправит. Пока человек пытается найти виноватых,
это утопия, он гибнет, и так и погибнет, лежа на диване. Так вот, диванным маньякам мои ритуалы навряд ли помогут. По простой причине, что у них нету желания что-либо делать. И когда эти ритуалы делаешь, приходят определенные моменты, когда судьба дает тебе шанс, дает тебе работу, дает тебе возможность это сделать, то сделать. И вот за это надо уцепиться и пойти. Если ты не хочешь ничего, то как один из моих пациентов, да, там час ехать надо до работы. 12 лет работу ждал, не мог получить, а тут час надо ехать, чтобы руководящую должность занимать, и не захотел человек. Вот и все. Поэтому никто к вам домой не придет, не постучится в двери, не скажет, там, хочешь министром финансов быть? Вот, дорогие друзья. Но этот ритуал вам поможет полностью выйти из нужды, и сколько денег вы будете тратить, столько будет приходить. Причем за малое время. Вы захотите что-то купить, у вас все возможности сойдутся воедино, и вы сможете это купить. Вы захотите, чтобы у вас вы уложились на такую-то сумму, купили себе пальто, шляпу и так далее, и вы уложитесь на эту сумму. То есть вот этот ритуал, он полностью ваши вот эти финансы будет контролировать и подстраивать под вас. Раз в неделю берете свой кошелек, открываете, ложите на алтарь. Если у вас есть фортуна, прекрасно. Нет, можно так сделать. Берете 2 свечи, красные и зеленые, благовония, они уже были окурены, сейчас упали. Заваривайте ей кофе, сладости, вино. Здесь импровизация, кто что хочет. Чья фортуна что любит. Вы уже должны были это понять и почувствовать за время работы с ней. Читаем 1 раз. Закрываем кошелек и прячем. И так раз в неделю желательно. Будете делать раз в неделю, вся неделя у вас. И чем чаще вы будете это делать, тем больше ваша энергия привыкнет к деньгам. И у вас уже не будет страха того, что вам на это не хватит денег, вам на то не хватит. Любую цель поставьте перед собой, судьба поможет вам собрать деньги на это за короткое время. Только сделайте, не ленитесь. Итак, словом могучим, заговором сильным я заговариваю свой кошель и свои деньги. Сила древняя, будь на страже моих денег, моего имущества. Голос мой будет услышан, исполнится точь-в-точь. Да будет так, как я скажу. От моих слов колдовские силы придут в движение, и древние силы это исполнят. Уйдет от меня рубль, а 10 прибавится. Купцы мне в цене уступят, а деньги меня навек полюбят. Всюду распродажи встречу. Что захочу, то куплю и получу. Будут дары, будет почет, дела благие и много работ. Ко мне деньги рекой текут за честную жизнь, за совестный труд. А деньги мои растут и растут. На все мне денег хватает. За меня судьба платит. Судьба даст силу и фарт. Что трачу, все вернется в 100 крат назад. Деньги, как стая птиц, кружатся вокруг и лезут в карман. Я богата и знатна, удачи венец мне навеки дан. Не сосчитать моих денег. Золотая река и алмазный берег. Дом полная чаша. Золото, деньги и фарт. Все, что уходит, в 100 раз больше вернется назад. Голос мой будет услышан, исполнится точь-в-точь. Я фартовой судьбы, фартовая дочь. Да будет, как я скажу. От моих слов колдовские силы придут в движение, и древние силы это исполнят. Свершилось. Заклинаю. Извиняюсь, немного устала, заодно и плохо видно просто здесь. Темно. Вот раз в неделю начитайте, сделайте, как я вам сказала, и вы увидите, как у вас не будет совершенно проблем с деньгами. Вы знаете, я недавно отправила человеку свои книги в Армению. Я написала, говорю, будьте добры, мне дайте, пожалуйста, ваш адрес, индекс и все такое. Я хочу вам подарить свои книги.
И он мне говорит, вы поверите, если я вам скажу, что я, по-моему, час назад, что ли, он сказал, провел ритуал ваш получить подарок. Хочу вам сказать, что получить подарок бывает часто, что я дарю не просто книги, но и я и деньги дарю, я и красивые вещи дарю. Просто я не показываю это, я только про книги говорю обычно. И мне говорят потом, вы не поверите, я вот вчера или сегодня, или час назад, или полдня назад провела ваш ритуал там на деньги или получить подарок, и вы мне отправляете. Так я сама даже не знаю, почему я захотела это сделать, да? Что-то меня ведет, и я человеку говорю, пишите адрес, я вам отправлю. От чего это? Это от того, что эти ритуалы даже на меня действуют и работают. А у меня сила, извините меня, энергия очень тяжелая. Меня добить очень непросто. Вы представляете, они воздействуют даже на меня в хорошем смысле. Это о чем-то говорит. Всем удачи и всех благ.